Поехали. 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 Но я пока еще не вижу обновлений, кстати говоря. У нас Михаил Сергеевич, отправная точка. О, смотри, поехали. Зачернело. Да, вот мы в эфире. Мы в эфире, отлично. Ребята. Итак, добрый вечер, дорогие наши друзья, телезрители. Рад вас приветствовать на очередном нашем стриме, посвященному компании Монитор Аудио. Представлю сначала Михаила Сергеевича Борзенкова, главного по колоночкам на Ютубе. И не только. И предоставлю ему возможность представить наших друзей из Англии. У него это лучше получается, как показывает практика прошлых стримов. Михаил Сергеевич, представь пока наших гостей. Да. Привет, друзья. Значит, смотрите, у нас тут два парня из компании Монитор Аудио. Тот, который с бородой, это Чарльз Минett. Он называется по-английски правильно директор, product design директор. Ну, то есть это директор по созданию продуктов. То есть, на самом деле, технический директор компании, короче, он, слава богу, понимает, как на самом деле делаются колонки, и поэтому можно задавать ему технические вопросы. Я специально требовал, чтобы был такой человек на стриме. Круто. Вот. А второй – это Sylvain Quainon, если я правильно это говорю. Вот. Он, значит, на самом деле один из топов менеджмента в Монитор Аудио сейчас, и он, собственно говоря, занимается продвижением, продажами. Ну, короче говоря, это вот один из топ-менеджеров компании, который отвечает как раз-таки за нашу страну и в том числе за Азию. Ну и опять же, он очень хорошо понимает о том вообще, почему они что делают, зачем, какие, так сказать, перспективные продукты они собираются выводить на рынок. Так что с ним тоже есть, так сказать, что обсудить. Вот. Ну, и у меня уже тут, на самом деле, есть куча вопросов и от себя, вот, и так далее. Но пока, Андрей, давай ты свою рекламную часть. Да, Михаил Сергеевич, спасибо тебе за вступление. Я так знал, кому довериться. Собственно, дорогие друзья, по традиции наших стримов вас ждет промокод, который будет обязательно указан в чате. Что он вам дает? Он вам дает 20% скидку на всю продукцию Монитор Аудио, которая будет действовать вплоть до 20 мая. С этой минуты до 20 мая. Так что оформляйте, звоните, получайте крутую акустику за отличные деньги. А также обратите внимание, за моей спиной как раз представлены все самые популярные линейки Монитор Аудио. Бронз, Сильвер и Голд. Задавайте вопросы, будем их озвучивать, переводить и так далее. Михаил Сергеевич, по традиции... Ну, поехали. Начинаем. Да, короче говоря, у меня на самом деле есть уже сразу куча вопросов, которые я хочу обсудить. Да. Ну, начнем, как всегда, с традиции. Насколько я понял, Чарльз сидит как раз в Англии, а Сильвиан вообще в Германии. То есть они у нас на стриме только собрались вместе, а так на изоляции. Поэтому давайте с этого и начнем. So, guys, the first question is pretty traditional, and it's, of course, all about the situation we are now experiencing. So, just a few words. How is going on? Where are you sitting? Why are you isolated, or are you able to go to work? And how Monitor Audio is doing in these strange circumstances? Yep. Start with whatever. Thank you. Yeah, well, I'm currently working from home in central London, so it's been a strange few weeks here. London is very, very quiet. Every morning I am going for a bike ride down to Buckingham Palace, and there is no one there. Вау, Translate that. Чарльз говорит, что, я вот как раз сижу у себя в квартире в относительно центральном Лондоне, и типа вообще удивительно видеть Лондон, кстати говоря, это правда, говорит, Лондон пустой, потому что ты, когда обычно приезжаешь в Лондон, там просто, особенно в центре, вообще не протолкнуться из-за безумного количества туристов. Сейчас там действительно пусто, мне тоже многие рассказывали. Вот, и Чарльз говорит, я типа езжу на велике, значит, каждое утро, еду мимо Букингемского дворца, ни одной живой души, вот это угар. Yes. So, is it okay to be so alone in the big city? It's okay, but the R&D at Monitor Audio is still working at full steam. We are just working from our homes, and when we need to in the lab or the chambers. So it's difficult. It's a challenging time, but we have not slowed our pace of development if we can. Ну, в общем, говорит Чарльз, что R&D, тем не менее, продолжает работать, все сидят по домам, но все как бы занимаются своим делом, они все непрерывно там друг с другом общаются, что-то там разрабатывают.
Ну, кстати говоря, я не очень понял, а как у них дела обстоят тогда, ну, вот с реальным тестированием продукта. And about the chambers and all those stuff, do you use them now? So are you able to do that? Not only very limited and only one person at a time. The office is open, but with very, very skeleton. I see. But luckily, in the next few weeks, we expect things to start getting back to normal. Ну, в общем, понятно, что они работают, но работают в немного странном режиме, потому что говорит, что вот если там измерения нужно провести и тому подобное, то там только один человек, ну, то есть можно пустить в офис только одного человека. Офис вроде как официально открыт, но там, естественно, очень-очень-очень мало народу. То есть вот ровно то, что требуется по требованиям, да, самоизоляции и карантина. И, соответственно, ну, такая, типа, ситуация немножечко странная, но они все продолжают работать. Okay, and Sylvain, are you sitting there in Germany, as far as I could get? Hi, So everyone. how is it going there? Yes, so I'm in my home in East Germany. The lockdown here has not been as strict as it has been in France or in the UK. So we've been allowed to move around reasonably for a few weeks already. And since last Monday, most of the shops have reopened. People start returning to their office instead of working from home. We only hope that it will last because apparently the number of cases in Germany is going up again. So hopefully we will not revert to stricter measures anytime soon. Oh, yeah, I see. Ну вот Сильвин говорит, что он, кстати говоря, интересно, вот он дома сейчас сидит, а дом у него в Восточной Германии. Он не уточнил город, но, кстати, надо уточнить. Восточный, да, ГДР. И, соответственно, он говорит, что вообще у нас не были какие-то сильно жесткие правила карантина, все более-менее уже ходили везде, ну, то есть не было какого-то четкого жесткого ограничения передвижения, вот, но тем не менее вот уже с понедельника открылись там магазины, открылась работа, то есть все как бы возвращается. Но опять же, есть такой момент, что, судя по всему, действительно растет опять процент заболевших, соответственно, как бы не ввели обратно эту всю историю. And what city are you in, Sylvain? I live in Halle, that's close to Leipzig. Not very far from the Czech border, about 2 hours drive from Prague. Так, слушайте, он вообще тут ближе всех к нам, потому что я, честно говоря, Hallo, yeah? Is that right? Hallo? Halle, H-A-L-L-E. Халле. Да, есть так, значит, город где-то в пригороде Лейпцига, небольшой, видимо, городок, который очень близко к чешской границе. Так что вот, как бы, Севин вообще у нас сидит. Окей, gentlemen, before we move to... usually I forgot to start with the Russian translation of the question. Значит, сначала начну с русского. Итак, значит, я хочу, пока что у нас там набираются вопросы, хочу, значит, зайти немножечко с общих, так сказать, общих историй, касающихся монитора аудио, а именно, что все-таки, насколько я понимаю, монитор аудио до сих пор остается одной из, вообще крайне небольшого числа компаний, которые по-прежнему находятся в владении англичан и так далее, да, и плюс они еще умудрились недавно, я так понимаю, купить бренд Roxan и вообще всю компанию Roxan. И теперь монитор аудио и Roxan — это плюс-минус одно и то же. Вот я хочу сразу это начать, чтобы они и мне объяснили, как дело все происходит. Okay, guys. So the question is about the origin of the company and the situation it is now. As far as I could understand, Monitor Audio is one of the few companies which are still totally British, and not just a British brand owned by the Chinese. And even more, you managed to acquire the Roxan company as well. So a few words, how is the company running now? Who is the owner? How many people are you? And what made you buy Roxan? Okay. I can pick that one up. So, obviously the history of Monitor Audio goes back to 1972 when it was founded by Mo Iqbal. Originally, the company was founded in Cambridge in the UK.
but slowly sort of moved over to Rayleigh in Essex. By the mid-90s, the company had grown to have its own manufacturing facility in Cambridge, and then cabinet manufacture was in Essex, in Rayleigh, where the factory now is. Let me translate now. Значит, ну, в общем, собственно, началась вся история компании Монитор Аудио. Чарльз решил взять, как вы понимаете, слово в 1972 году. Вот, и первое, так сказать, все у них там все началось в Кембридже. Потом они в какой-то момент переместились в Рейли, в Эссексе. Вот, и там у них они построили завод. Потом у них появилось еще одно производство именно опять в Кембридже. Вот, и это уже было в 90-е. Тут я его прервал, чтобы не забыть, что он рассказывал. Yes, you can follow now. And then, yeah, things changed when in 1998, it was when a management group, an investment group, purchased the company from Moic, and this group of investors sought to expand the company, and they consolidated the business into Essex, and then invested in increasing the output and building the brand from there. That changed then in 2008 when the senior management of that team did a management buyout, and we went to Andrew Flatt, the current owner. Ага, let me translate that. Ну вот смотрите, и оказалось, что в 1988 году некий конгломерат, некая итальянская, английская компания, управляющая, выкупила Монитор Аудио у, собственно, его первого основателя и владельца. Вот, и таким образом эта компания стала развиваться, они перенесли все мощности в Эссекс, вот этот самый Райли и так далее, и все хорошо работало ровно до 2007 или 2008 года, насколько я понял, когда интересная произошла ситуация. Это, кстати говоря, насколько я помню, в истории капитализма называется революция менеджмента, когда некая большая управляющая компания владела Монитор Аудио, а те люди, которые вот в течение там последних уже практически, да, получается, что 20 лет занимались управлением компанией, они решили, что давайте-ка мы выкупим для себя все это дело, и станем сами владельцами и полноценными управляющими всей этой историей. То есть вот как бы некая команда, которая управляла Монитор Аудио в течение 20 лет, после того, как она была куплена более крупным инвестором, у этого инвестора это все выкупили, и теперь это вот такая опять частно владеемая английская компания. Yes. Yeah, so, and then, Andrew, who has been involved from the company for nearly 25 years now, has always structured it to be R&D focused. We're very proud that we are a British-owned company, and we develop all of our products in-house ourselves, and that's been the case ever since then. I joined the company myself in 2003. And so I've been responsible since that point of the development on the industrial design. So how the products look and how they are physically assembled has been my responsibility since then. Ну вот, и, собственно говоря, Эндрю, я, кстати говоря, он, по-моему, Чарльз назвал фамилию, ну и, ребята, вы нагуглите. Короче говоря, Эндрю, который теперь является номинальным владельцем компании, вот он как раз сосредоточился с тех пор, как произошел вот этот вот выкуп от большого инвестора, на том, что это должна быть реально технологическая, осмысленная, сосредоточенная на R&D история. И, собственно говоря, Чарльз работает тоже. Вот он очевидно, был участником этого всего процесса еще потому, что он с 2003 года работает в компании, соответственно, ответственен за все, начиная от, собственно, дизайна колонок, да, то есть их внешнего вида, и заканчивая тому, как они делаются, из каких запчастей, какой технологический процесс и тому подобное. Ну да, собственно говоря, дизайн-директор. В случае здесь слово «дизайн» — это не как мы его понимаем, да, то есть внешний вид, а дизайн в данном случае — это в смысле разработка. Это как бы такой вот маленький момент, то есть это человек главный по разработке всех аспектов акустических систем. Эндрю Флетт, сообщают нам в чате владелец, да, очевидно, Эндрю Флетт.
Yes. Sylvain, do you have anything to add to that? Well, yes, it's not only that Monitor Audio is British owned that is special. It's also the fact that it's private owned. We don't have a board of investors who is pushing us to change strategies on every couple of years. We've had two or three different owners in our entire history, and that gives us a lot of stability in building our plans, building our strategies for the mid and the long term. And I work for different companies with a different structure and with shareholders in the back of it, and it makes a big difference. It makes a big difference because it gives a lot of clarity to the staff about who we work for and what the company is about. Да, ну вот Сильвин добавляет, что, ну, кстати говоря, да, Сильвин же у нас как бы один из топ-менеджеров, и не очень хорошо понимает как бы вот эту вот ситуацию, потому что, насколько я знаю, опять же, сейчас я добавлю, хорошо, что ребята не слушают по-английски, мы с Сильвином были знакомы задолго до того, как он начал работать в Монитор Аудио. Работал он в других хай-фай компаниях. Вот, он хороший парень, но и он очень хорошо понимает, может, так сказать, правильно оценить суть вот этой вот истории. Он говорит, что, ребята, вы понимаете, что на самом деле даже не в том дело, что компания по-прежнему осталась английской и владеют англичане, а в том, что это компания, которая находится во владении сугубо частном, да, то есть не корпорация, не какой-то вот, значит, сверхконгломерат руководит Монитор Аудио, и это, конечно, совершенно другие отношения в коллективе, совершенно другое понимание того, ради чего, с кем ты, зачем работаешь, потому что люди, которые владеют компанией, реально понимают, нафига они владеют, чего они от нее хотят, у них не происходит вот этого типа, набежали какие-то новые менеджеры, присланные сверху, и сказали, что а теперь срочно делайте вставные наушники, вот вам китайский завод, давайте их лепите и всем замолчать. Да, то есть все сотрудники очень хорошо понимают всю структуру компании, начиная от самого низа и до самого верха, да, то есть понимают, чем они занимаются, зачем, и нет вот этого вот виляния в целях, изменения, вот этих каких-то дерганий. Поэтому, на самом деле, это очень здоровая ситуация для нашего времени. Честно говоря, конечно, дикая редкость. Okay. We more or less understood that. The second part of my question, and actually, I think after that, we can move to the chat questions, because there are quite a lot, as I can see. Андрей, я к тому, что ты там готовь какой-нибудь первый каверзный вопрос, потому что сейчас я еще про Роксан хочу поговорить, а потом уже надо переходить к чату, потому что я вижу, что чат прям там вопросы полный. есть, да. Да. Так что заготавливай, только ты хороший давай, без этих. Готовим. Мы все подряд понял. будем. И хорошие, и нехорошие. Да нет, ладно, постараемся ладно. хороший, Михаил Сергеевич. Да, ладно, хорошо. Короче, so guys, the second part of my question was about the Roxanne brand. Not brand, but the company. Honestly, it was a surprise for me to find out that Monitor Audio bought or acquired, I don't know how did it happen, the Roxanne. The amplifiers, which I really love, honestly. And I tested a lot with your speakers, of course, and I find it really nice. So, what was the background of this situation, and how much is now Roxanne as part of the Monitor Audio, or it's just two different companies are just connected somehow? So just explain it to me. The company is very much operating, the two different brands are now operating as one company under one roof. So the Roxanne manufacturing facility, which was originally based in Hendon in London, has now moved to the Monitor Audio HQ, and we built a new, much more advanced, much more capable factory in the UK for the assembly of the products there, which we, for our premium products, intend to continue. And the research and development teams is a single research and development team for both brands, because there is a huge amount of synergy between the development of both the Roxanne Electronics and the Monitor Audio Labs. Ну вот Чарльз объясняет, что у них как бы слияние получилось довольно органичным. Это все-таки одна компания, но тем не менее два разных, естественно говоря, бренда, но под цельным управлением, соответственно, с Роксаном у них такое произошло, опять же, насколько я понимаю, тоже добавлю еще немножко от себя всю эту историю. Роксан, в принципе, легендарная английская марка тоже. Это всегда были прекрасные усилители, но я так понимаю, что у них в последнее время
последние годы, а все шло не очень шаткая валка. Они сидели, значит, там у себя на своем старом заводе, никак не могли инвестиции на то, чтобы его как-то развить и так далее. В общем, короче говоря, в итоге мониторы их купили, перенесли производство и сильно его улучшили. Опять же, я так понимаю, туда же в Райле, в Эссексе. Вот, и, соответственно, сейчас у них единая команда разработчиков, которая работает и над колонками монитора аудио, и над новой электроникой Roxana. Опять же, новая электроника еще тоже, кстати говоря, мы обсудим, насколько я понимаю, там есть какие-то вообще прямо эти грандиозные планы о том, как Roxana будет развиваться. Вот, и, соответственно, сейчас это такая, они исходят из идеи синергии, ну, то есть, понятное дело, что да, электронные компоненты и акустика, хорошо бы, чтобы делались с мыслью о том, как они друг с другом будут взаимодействовать и как это сделать максимально эффективно. Так что вот они сейчас работают вот в такой связке. Окей. Anything more to it? Well, I could talk about it for a long time, but the main thing is, I think, as acoustic development progresses, having a more knowledge and more skills with it, especially within R&D, is really, really important. And for Monitor Audio to grow as a brand, we knew we needed more. The synergy with Roxanne, it was brilliant. The fit and the history of the company is very, very similar. Roxanne started in the 1980s, founded by an audiophile fan. Tufan, the founder of Roxanne, he started the company based on just wanting to make a really nice record player. Mm-hmm. That record player we still make, the Xerxes now, and it's third generation. Yeah. And it was, so, Mo and Tufan, the synergy that was there, so the history and the core of the brand, the two brands and the values were very, very similar. Two small companies that were, when we bought Roxanne, it was a very small company, but with huge history and huge potential. And it's the same with Monitor Audio. I think that it was such a natural fit. Окей. Это был одухотворенный спич, как вы понимаете, о том, насколько невероятно согласны звучат души этих компаний вместе. Вот. Но, по сути дела, Чарльз, на самом деле, точно заметил, что и Roxanne, и Monitor Audio, они вот как бы по своей концепции, с точки зрения основания компании, того, как она развивалась и какие идеи заложены в ней были, это компания, которая очень-очень близки по духу, в том смысле, что и ту, и другую основали аудиофилы. И та, и другая как бы целиком и полностью зиждилась на вот этой вот идее, что небольшая команда разработчиков, очень маленькая, работает над всеми продуктами. И у них есть абсолютно свои взгляды на звук, на его качество и характер. Там, например, Roxanne вообще на самом деле весь вырос из одного единственного проигрывателя винила, да, того самого Xerxes, по-моему, да, вокруг которого потом уже появилась целая компания, электроника и все остальное. Ну, в принципе, монитор аудио очень похожую проходила историю развития, и, соответственно, сейчас мы видим достаточно серьезные две английские компании, которые, опять же, по-прежнему остаются английскими, слава богу. И, соответственно, кстати говоря, тут, прежде чем мы, Андрей, перейдем к вопросам, я хочу вот что сказать. Ну, все-таки компании английские, да, хорошо, ребята сидят в Лондоне, мне все нравится, катаются вокруг, значит, этого самого Букингемского дворца на тех самых велосипедах. И, кстати говоря, Roxanne, насколько я знаю, на самом деле действительно до сих пор весь делается в Великобритании, но вот колонки монитора аудио все-таки делаются в Китае. Ну, не все, да, но большое количество линеек. И вот у меня чисто технологический вопрос. Собственно говоря, я знаю на него ответ, но я хочу, чтобы мы все это обсудили публично. Да, что, ну, вот есть такое предубеждение, что, типа, колонки, вот, и никакие не английские, все это сделано в Китае, все это ерунда, да, повторяю, что компании владеют англичане все разрабатывают, но вот нафига они делают это в Китае? И какое это, так сказать, какой от этого эффект? So, guys, there is a last question from me, which is, I think, conceptually very important.
is that, of course, you are a British company and you're all guys are sitting in nice places in Europe and England, but lots of speakers called Monitor Audio are made in China. What's the reason to do that? And what's the reason? Why are you doing it that way? I mean, I'll start with answer. It's skills. We have we have a team based in China permanently, and I travel over there quite a lot. And we saw it years ago. When we started sourcing components in China, the skills were building there, and it got to the point that the quality and the options we had in creating new products were greater by manufacturing in the Far East, in China, than they were within the UK, because there was more investment in skills and development in the supply chain. It's very easy still just to assemble in the UK and put a made in UK sticker on it, but that's not the way. We'd like to do everything in one place, so we bring the components. If the components are mostly being sourced there and the skills there, especially in woodmanship, there is some phenomenal skills there. The craftsmanship of a range like Platinum Series and Gold Series, we could not find a cabinet supplier to work with and make those cabinets. In this quality in UK. Yeah. Okay, let me translate that. Sylvain might want to add to that, but I'll let you translate. Ну вот смотрите, на самом деле это такая вот вечная история, и мне тоже часто валятся комменты на тему того, что да, что ты тут нам втираешь английский звук, когда это все сделано в Китае. Ребят, значит, я опять же, это будет немножко литературный перевод, я и слова Чарльза добавляю, так сказать, и свои. Вы понимаете, ситуация здесь состоит в том, что в Европе, и в том числе и в Америке, произошла за последние 20-30 лет деиндустриализация. То есть люди реально занимаются умственным трудом в основном. То есть, да, разработчики там сидят, вот это все крутят и так далее, а руки, производство, все перенесено туда, в Азию. И проблема состоит в том, что в буквальном смысле ты не можешь сделать такого качества продукт непосредственно в Великобритании, какой ты можешь сделать в Китае, причем речь даже не о том, что там дешевле получается, а в принципе, то есть вот Чарльз сказал, что вот как у нас делаются корпуса, кабинеты для колонок серии Gold, которые с, естественно, деревянной отделкой, со всеми вот этими делами. В Англии просто, в принципе, уже нет таких специалистов, нет таких мастеров, которые бы это вот на таком уровне сделали. И я целиком полностью подтверждаю, потому что, опять же, моя любимая шутка Джереми Кларксона, знаете, кто такой, что все, что handmade in England, это все как бы развалится на следующий день, расклеится и как бы и потеряется. И я, как человек, у которого есть аппаратура handmade in England, к сожалению, у меня нет Ягуара или Бентли, или что-то такого. Но, в общем, я склонен полагать, что там все примерно так же обстоит. Вот, реально это просто разваливается. Потому что действительно там в Англии это очень дорого содержать как бы производство. И поскольку оно 30 лет уже как переносится в другие страны, в буквальном смысле они заводами вывозили это все. Потому что в Англии, типа, зачем нам заниматься ручным трудом, если мы можем думать? И это правильно. Вот, соответственно, сейчас ситуация такая, что в Китае это все действительно технически качественно лучше делается, чем в той же континентальной Великобритании. Чарльз сказал, что, типа, конечно, нет проблемы поставить шильдик Made in England. Каким образом? Ты просто эти все запчасти делаешь в Китае, привозишь их в Англию, собираешь, ставишь Made in England, все отлично, продаешь в 3 раза дороже. Нафиг это надо, потому что, ну, это как бы разводка реально. Вот, типа, мы лучше будем делать целиком все в Китае, потому что там и как бы специалисты. Плюс у них там сидит, естественно, отдельная инженерная команда, которая никуда не выезжает, да, которая там сидит, следит за всем производством. У них собственный свой завод. Значит, соответственно, у них там вся вот эта вот линейка, как это называется, supply chain, как это по-русски, ну, то есть
система поставок, да, и в соединение между заводами, которые производят отдельные детали. Все это как бы собирается вместе, и, соответственно, ты получаешь, продукт, который сделан качественно, гораздо лучше, чем где бы то ни было ты мог бы сделать его в мире. Это вот сейчас научный факт, с которым ты... Надо смириться. Да, надо смириться. Поэтому вот это Made in China, понимаете же, что такая же была история с Made in Japan в 60-х, когда японцы, типа, все тырили у американцев и англичан, типа, ай-яй-яй, и делали, типа, как бы по-своему. И Made in Japan было такой, типа, ой, фу, да, блин, да что это мы вообще-то эту фигню будем покупать, да? Но уже в 80-е Made in Japan это было вау. А мы сейчас как раз живем вот в тот самый момент, когда Made in China уже означает вообще не, типа, там какая-то фигня, а вау. Потому что люди там реально умеют работать. Меня простите, но все эти ваши маки и айфоны тоже делаются в Китае. Вот. Так что, я просто хотел тоже, значит, выступить на эту тему. Опять же, еще раз проговорю, да, что, конечно, очень приятно иметь какую-то штуковину, на которой написано Made in England, но мой опыт пользователя говорит о том, что когда Made in China, ты можешь быть гораздо более уверен в том, что ты с этой штуковиной будешь жить как бы долго и надежно. А вот когда вот это вся европейские эти все дела артизанальные, готовься к геморрою. Ой, так, ладно, все, это я уже слишком литературный перевод. Окей, давай перейдем к вопросу. So, let's move to the chat questions, because we have a huge amount. But the guys, нет, хотели ребят что-то добавить. Okay, yeah, please, go on. Больная тема, видимо, да. Да. Sylvain, go on. I just wanted to add one thing about Made in China. It's a fully understandable question from customers in Russia or anywhere else, and I'm actually glad you asked it today. But the real question is not where do you manufacture, it's how do you manufacture. Mm-hmm. In any country in the world, you can work with poor skills or you can work with good skills. Mm-hmm. And China is now a very modern nation, highly skilled, like Charles said. So the main thing is find the right partner, manage it properly, and then make sure that you control operations there very carefully. Mm-hmm. And the key about the quality of our production in China is that the one factory that does 80 or 90% of our products does exclusively monitor audio. So it's not like we outsource our production to a company that does Bluetooth speakers in the morning and monitor audio platinum in the afternoon. Those people at that factory are hired, trained, and managed to do our speakers exclusively. And we don't own that factory, but we have an office there with about, I think the current number of Charles is 10, 12 employees. They are Chinese, but they work really closely with Charles' team and with the R&D team in the UK to make sure that whatever we developed in the UK will be made successfully in China. And most of them are also quality engineers. So we keep a very close watch on what's going on there. Some of our directors, including Charles, are in China regularly. I think every month one of them is traveling over there. So it's really about, okay, we go the China way for the skills, for the better price for the end consumers, but then it's our responsibility to make sure that we bring it to a standard that does justice to the monitor your name. And that's why it's important to discuss it, because you can do things in China a lot of different ways, and we put a lot of effort in making sure that in our case, it will make the quality actually even better than it used to be back in the UK. Ну, собственно говоря, Сильвин тоже добавил, естественно, он не мог понять, что я там вот вам рассказываю по-русски, поэтому частично это он, в принципе, повторил уже те слова, которые я сказал, но вот он говорит, что еще, что вы должны понимать, что действительно Китай позволяет, он дает вот эту вот свободу ситуации, ты, понятное дело, что там куча производств, которые, типа, занимаются OEM, занимаются какими-то вот этими вот поделками, которые все так жаждут купить на Али за копейки и думать, что это прекрасно. К сожалению, нет, ребята. Но это другая тема. Вот, значит, соответственно, смысл в том, что в Китае, тем не менее, сейчас, опять же, вот эта вот культура производства, культура мастерства, да, она гораздо выше, чем где бы то ни было в мире, в принципе. То есть, по крайней мере,
совершенно точно колонки в Китае лучше делать, чем в Великобритании на месте, да, ну, по определенным принципам, если такие высокотехнологичные колонки, как, например, монитор аудио, просто по факту. Вот, и плюс у них там, значит, типа, Селена говорит, что 12 инженеров сидит все время на заводе, которые за всем следят, все контролируют, вот, и, кроме того, это, опять же, вот тоже надо понимать, made in China. Что это такое? Это разное. Ты можешь made in China, ты можешь приехать, я ездил в Китай на подобные производства, и могу вам рассказать, что, ну, как бы, там миллионы заводов, ну, хорошо, ну, не миллионы, ну, десятки тысяч. Ты приезжаешь и говоришь, так, можете мне сделать вот такой вот провод, вот такую вот колонку и так далее? Говорят, да, конечно, вот, и тебе показывают сразу такой каталог, где вот этих вот колонок миллион разных, ты просто выбираешь, типа, ну, делай мне такую, поставьте на нее шильдик Борзенков аудио, и будет зашибись, да? Это вот как бы тот Китай, к которому мы вроде как привыкли, да, но есть совершенно другой Китай, опять же, возвращаясь к тому. Китай, который делает там для Apple, для все эти смартфоны и тому подобное, монитор аудио в этом смысле, у них собственный завод. Опять же, не то, чтобы они там владеют этим заводом, да, но это завод, который занимается только колонками монитора аудио. Он не делает, типа, с утра часы, вечером, значит, а в ночную смену, там, я не знаю, пластмассовые колонки для компьютеров, а днем монитор аудио шпаклюют. Не, нифига такого. Там все работники, они, ну, как не натренированы, это называется правильно, они знают, что они делают, у них есть специальные обучение программы тренинга, да, что вот они именно занимаются сборкой и производством вот этой вот акустики. И это, конечно, дико важно, и такое в мире на таком технологическом уровне организовать, на самом деле, сейчас очень сложно. Поэтому, да, made in China, и не надо этого стесняться, а наоборот, надо, радоваться, что вы можете благодаря этому за относительно адекватные деньги купить так охренительно сделанные вещи. Так, это я уже от себя. Окей, Андрей, давай бы... Окей, guys, let's move to the chat questions. Не, Михаил Сергеевич, с твоего позволения, давай еще немного помусолим тему Китая. Ну, давай, хорошо. 5 копеек ставлю, дорогие друзья. По роду своей деятельности нам периодически, да не периодически, а регулярно приходится скрывать новую акустику. Ну, акустику, новое железо и так далее и тому подобное. Как правило, среди них бывают товары, имеющие европейское домашнее производство. И достаточно часто бывает, когда шильдик приклеивают кверх ногами. В моменты были, когда забывали динамики прикручивать. Скрываешь акустику, а динамики просто лежат не прикрученные. Я бренды называть не буду, с вашего позволения, но тем не менее, такие случаи имели место быть. Так что, поверьте, Китай давно перестал быть плохим. Здесь я целиком полностью согласен с нашими друзьями из Англии, ну и самим Михаилом Сергеевичем Борзенковым. Конечно, да. Поехали по вопросам. Да, давай. Михаил Сергеевич, так как в активе компании Монитор Аудио появился бренд, производящий в электронику, планирует ли компания Монитор Аудио производить активные колонки? О, хороший вопрос, я там хотел его задать. Okay, guys, so a very serious question. As far as you now have the connection to the brand which produces electronics and the amplifiers especially. So, how soon should we expect an active speaker from Monitor Audio? Yeah, it's obviously an area that is getting a huge amount of interest in to audiophiles, and it's an area we are not ignoring. I can't give the specific dates, but we are proposing to launch our first active speakers. And when we say active, we mean properly active. We don't mean powered. There's a lot of confusion, I think, in the market between a speaker that has an amplifier built in and a speaker with amplifiers to control each element of the speaker, which is the way we will be moving forward with our... Let me translate that. Значит, Чарльз говорит, что... Да, друзья мои, очевидно, что мы, конечно же, занимаемся этим вопросом, и, в общем, довольно в скором времени у вас появится возможность увидеть новые продукты монитора аудио, и это будут активные колонки. И тут он еще сказал, что, ребят, давайте не путать только активные колонки, да, и как же это, значит, он сказал, что active и powered, то есть, он говоря, колонки, которые сами играют, я позволю себе такой литературный перевод сделать, и по-настоящему активные полноценные колонки, потому что одно дело просто вставить усилитель в колонку, чтобы он ее там как-то
значит, раскачивал, а другое сделать полноценную систему, где усиление будет работать пополосно, ну, в общем, все как положено. И вот именно о такого рода серьезной акустике мы и будем говорить, когда, так сказать, увидим эти колонки. Yes, anything else to that, Charles? Yeah, so yeah, we hope to have our first product on the market this year, and yeah, fully active. But we have concentrated on making, rather than trying to integrate too much technology, we see it. This is a replacement for a first system, and we are focused on delivering a maximum performance active loudspeaker, where you just add the source that you require. So if you want to add a turntable, if you would like to add connect it to your TV or whatever your source is, you just add that. The speaker will do the rest. We will add basic features like Bluetooth and things like that. But what we have put the effort into in the audio performance rather than the extra technologies, which I think will evolve a little bit quicker. But should it be in the lower price level or in the higher? Yeah, so the way we have positioned this, it will be entry level for a fully active loudspeaker. We're looking at making it a range rather than a standalone product. So cool. It will be bookshelf and floor standard. Wow. Ну, слушайте, знаешь, неожиданно. Is there a name? Yes. I don't know. Not yet. Okay. Surprise for later in the year, but it will be a standard range. What we are very passionate about with Active is that let me translate. Значит, это мы что-то заговорились на английском. Значит, короче говоря, действительно, уже в этом году они готовят, на самом деле, причем это будет не просто вот какая-то отдельный предмет, это будет как бы линейка уже акустики. Причем у них концепция, что, ну, вот человек, который покупает активную колонку, это, скорее всего, человек, который, во-первых, это типа первая система, да, то есть, потому что потом ты развиваешься уже, ты там начинаешь понимать, что это вот отдельные, за каждую функцию должен отвечать отдельный агрегат и так далее, это уже аудиофилия, а, в принципе, активные колонки это такая вот, ну, более или менее живая категория, которая для нормальных людей, да, то есть человек хочет купить просто 2 колонки, и чтобы можно было включить в них все, начиная от проигрывателя винила и заканчивая там Apple TV, там, сидюками, тем самым, опять же, телефоном по Bluetooth. Bluetooth обещают тоже. То есть, и это будет некая такая небольшая линейка активных колонок с разнообразным подключением, с возможностью подключить самые разные источники. И это будут и полочники, и напольники. В конце я спросил, есть ли уже название этого всего. Он говорит, ну, пока что вот еще это все обсуждается, но уже понятно, что продукт есть. Так что да, друзья мои, активные мониторы аудио идут. Слушай, Андрей, прости, я хочу тоже еще от себя задать вопрос. И, кстати говоря, он, по-моему, и в чате мелькал, но и мне понравился. Но я вижу мониторы студио за спиной у Чарльза, и я хочу их обсудить, потому что они на меня тоже произвели впечатление в свое время. Charles, there's a question from the chat and from me as well regarding the studio monitors that we can see behind you. Honestly, I should say that they really, really make they really made me to listen to them. So do you use them like every time? Do you use them to listen to music? Do you use them to judge the music? Why are these there? I'm a big fan. Сергеевич, одну минуту, по-русски перевод, пожалуйста. Так я же вроде сказал, что типа я хочу... Ты сказал, тебе просто интересно, а так у тебя диалог вопрос был большой, да. Я как всегда. Ну, короче говоря, нет, у него стоят за спиной мониторы, белые мониторы, они так и называются, монитор аудиостудио. Да. Вот, и это такая очень интересная акустика, которая, на самом деле, по звуку отличается. I forgot to ask it in Russian first, sorry, guys. Значит, которая отличается, на самом деле, по звуку от других колонок монитора аудио, которые как бы более человеческие. Это такой прямо
с прицелом на профессиональную акустику, ну, как мне показалось, когда я их слушал. И поэтому я очень вот так вот прям сразу заметил, что у Чарльза они стоят. Плюс кто-то в чате тоже вспоминал, что, мол, ну-ка расскажите, что это не и зачем. Поэтому я и спросил, что это там и зачем эти самые монитор студио. Okay, Charles, thank you. Sorry. Yeah, the studio is it's a fun speaker, and yeah, I use it at home. I live in central London in quite a small apartment, so unfortunately I have no room for a nice gold or platinum setup. And what Studio does is, you know, it can really benefit from an amplifier with quite a lot of power, and for, you know, when you're using good quality electronics, it really is a special speaker. But it is a demanding speaker, right? Demanding, yeah. You can't use cheaper electronics, low power electronics, to get the most out of it. It will expose a poor system, I think. Yeah. Слушайте, ну вот, кстати говоря, хороший разговор, и я на самом деле тоже вот что-то присматриваюсь, конечно, к этим колонкам, потому что они меня в какой-то момент цепанули. Ну, короче говоря, это вот есть линейка у монитора аудио, такие вот студио. Видите, там под Аполлито два динамика, между ними этот классический твиттер, кстати говоря, надо его тоже обсудить. Вот, и Чарльз говорит, что, ну, вы понимаете, я живу в Лондоне, опять же, от себя дико чудовищно дорогая недвижимость, у них очень-очень маленькие, как бы, квартиры, эти дома и комнаты в них, ну, потому что надо это все умещаться. Поэтому Чарльз сказал, что, типа, понятно, что я не могу поставить себе гигантские напольники платинум, которые бы это все дули, потому что просто они сдуют. Вот. А маленькие мониторы студио, это очень круто, потому что они, конечно, очень честно и прозрачно играют, но есть проблемка, что они, конечно, требуют очень хорошего с точки зрения энерговооруженности усиления и высокого класса. То есть это такие вот как бы жесткие в том смысле, что в смысле честности колонки, которые, типа, если ты в них включил фиговенький тракт, дешевенький, то, ну, ты услышишь, что он фиговенький, дешевенький. Сорян, они не простят ничего. Так что включайте туда хорошие, дорогие компоненты, тогда вы все поймете. Ну, в общем, интересная акустика. Вот такая тоже есть в линейке монитор аудио, которая, кстати говоря, по характеру, от себя скажу, довольно заметно отличается от всех остальных колонок. Давай еще какой-нибудь вопрос из чата, Андрей. Окей, moving to the chat questions. Вопрос от Ольги Трифоновой. Здравствуйте. Для чего в центральных каналах монитора аудио разъемы Biamp Biwiring для подключения? Среднестатический ресивер не обладает возможностью для подключения. Wow. There's a very, very technical, specific question about that the central channels in monitor audio have the ability to be biamped or biwired, and this makes it depends on the range. I'd have to check my specs on some of it, but yeah, we certainly on the silver, gold, platinum, all the just as the stereo speakers, we offer biwiring on the center channel. Yeah, but people are going like it's quite a problem that the usual receiver doesn't have the ability to drive central channel bi-wired or bi-amplified. It's quite a weird situation. Yeah, I think it's easy enough to, if we didn't add it, I think we would get people requesting it. It did not impact the development having it as a feature. It's mostly for very big home theater systems with instead of having an AV receiver, using an AV processor and then separate power amps for each channel. That might be one of those scenarios where you do have the option to amplify your center speaker. Just like Charles said, we don't really have a position on bi-wiring or bi-cabling. We don't say you should do it, you should not do it. We just say, well, you we can have do it. So whatever you want to do with your speaker, our product is compatible. Ага, интересно. Я, кстати говоря, даже не обращал внимания, потому что, честно говоря, я не имел дела с центральными каналами монитор аудио. Но, значит, ребята говорят, что вообще у них такая, ну и я так понимаю, что да, у них концепция такая, что типа
Вообще это достаточно серьезная акустика, соответственно, по-хорошему, вы должны, если строите домашний кинозал, ну, использовать не просто какой-то ресивер, а вы должны использовать процессор, много мощников, да, соответственно, и тогда у вас есть возможность запитать и даже центральный канал биампингом или сделать на нем байвайринг. Соответственно, это будет, конечно, технически лучше. Вы, безусловно, не обязаны это делать. Вы можете это как бы фичу не использовать. Соответственно, и просто с ресивера это все запускать, и все будет окей. Но они, как бы, я так понимаю, что, знаете, это еще такой момент, что, типа, ну, мы-то знаем потенциал наших колонок, да, соответственно, вы вот имеете в виду, что если вы так сделаете, то они, как бы, ответят на это, если у вас есть, как бы, финансовые возможности и желание так заморачиваться. Ну, вот. Ну, как бы, и лучше иметь эту возможность, чем ее не иметь, потому что действительно так будет, центральный канал работает лучше. Так что, да, друзья, выкидывайте ресивер, покупайте процессор и еще больше усилитель мощности, тогда все будет хорошо у вас. Окей, давай еще вопрос. Да, хотят узнать наши дорогие друзья и зрители больше о линейке Platinum и в чем принципиальное различие между линейкой Platinum и Gold, соответственно. Ага, да, и, кстати говоря, мне там казалось, что еще вообще, в принципе, между линейками, типа, просят провести различия, ну да. Okay, guys, there's a question about the lines of the speakers, the ranges, especially about the differences in that. The Gold and the Platinum are more or less close to each other looking with the same tweeters, as you can see from the outside. So what's the main difference? What really differs them from one each other? The Platinum series to Gold, there is, the technologies are the same. You're correct. So when you visually look at them, the new Gold series, which we launched last year, was the first time we incorporated the RDT, the rigid diaphragm technology cones into Gold series, which gave us a big step forward in performance. But it was very much it's not a case of taking the Platinum drivers and putting them in a different box. The motor system is very different. The magnetic motor system on those drivers, the voice coil, the winding and the suspension of the voice coil is very different between the Gold and the Platinum series. Let me translate that. Значит, действительно, Чарльз говорит, что может быть визуально показаться, что вроде как они похожи, потому что как-то и драйверы вроде такие же, и твиттеры такие же, но вы учтите, что это, к сожалению, или к счастью, в общем, короче говоря, по факту, это не та ситуация, что вы просто, значит, взяли те же динамики, что стояли раньше в Platinum, и засунули их в другой корпус, и назвали Gold, и типа, и покупайте их. Нет, там, конечно, вот они только с виду очень похожи, потому что они действительно в последней линейке Gold использовали все те же технологии, которые раньше использовались только в Platinum. Вот. Но, конечно, это совершенно другие с точки зрения технической там драйверы, там это совершенно другая магнитная система, другие кроссоверы, то есть вот это вот все, что за фасадом, оно, конечно, принципиально отличается, и это вот те как бы невидимые невооруженным глазом отличия, которые на самом деле делают различия между колонками принципиальными. Но Чарльз что-то еще хотел продолжить. So, and what else? Yeah, and then obviously the AMT tweeter is a different design for both the models. It's the Platinum with a slightly different crossover point, so it does have more dynamic range on the AMT in the Platinum series, and the materials for the construction of the cabinet are very, very different between the two ranges. The key difference is the baffle on the Platinum series is entirely made out of what we call ARC, which is a resin composite, which is extremely dead and very good at absorbing unwanted resonance in the cabinet, and we use that on the mid-range chambers as well. So it's a very different cabinet construction.
Let me translate that. Ну вот, сейчас говорит, что еще, понятное дело, что касается Твиттера, это тоже, он визуально вроде бы такой же, да, но они совершенно по-разному организованные, ну, как бы совершенно по-разному сделаны, это совершенно разные излучатели и в платинуме и в голде, ну, скажем, там, в платинуме и частота раздела кроссовера с Твиттером совершенно другая, и динамический диапазон, который способен отработать Twitter Platinum, он гораздо больше, чем тот, который способен отработать Twitter Gold. Плюс, например, разница, то есть там как бы во всем, но вот он еще для примера привел разницу в самом корпусе колонок. Она принципиально вообще отличается, потому что, например, в Platinum у всех колонок вот передняя панель, на которой крепятся драйверы, она сделана из, насколько я понимаю, AMC, что ли, называется этот материал, короче говоря, какой-то резиновый полимер, который абсолютно антирезонансный, который, более того, еще и позволяет гасить резонансы всех динамиков, которые, значит, в него встроены. Соответственно, вы понимаете, что с точки зрения именно электромеханики, механики звука, ну, Platinum совершенно в другой технической лиге, чем Gold, хотя с виду ты этого не поймешь, да, ну, передняя панель, но она совершенно другая. Wow. Давай еще вопросы. Следующий вопрос. Представитель одного бренда говорил нам на прошлых стримах, что бумага – лучший материал для диффузоров, в частности, для голоса. У монитор аудио славится своим материалом. Как Чарльз может прокомментировать подобное? Good question. Хороший вопрос. Yes. So, Charles, we had a recent stream with a guy from one other acoustic company who was totally into paper drivers, saying that paper is the best way to reproduce the voice and the mid-range. But monitor audio is totally into CCAM drivers. So please, your comments about the CCAM and its benefits and why do you use them? I mean, this is where Michael Hedges, our technical director, would be able to talk for hours on this subject. My understanding, I have no degree in acoustic engineering, but I do have a very good understanding of where we are with CCAM and why we choose to develop cones that way. I think we don't look at each individual component as the way we do R&D. We design our loudspeakers as a system. So we design every component to work together. And the benefit of CCAM is it is extremely accurate. It generates other problems in the development, but we are very good at, because we are designing as one, as a unit of both product design, electronics, acoustics, software, because we work together as a unit, especially between product design and acoustic design, we can work together to get the best combination of materials. So we don't just look at the benefit of one material in one area. We are always looking at the loudspeaker as a whole throughout the frequency range. So not just the tweeter, not just the driver. It's about developing a system design of all the components working very, very well together. And that's what our focus is. So the CCAM, it's very, very rigid. We can control it with the motor mechanisms that we develop much more accurately than we can with softer materials. And the weight, obviously, it's incredibly lightweight. Back to the RDT driver from the gold and the platinum, it's incredibly rigid as a component. But when you pick it up, it's the weight of a piece of paper. You can put your whole weight on it, and it does not. Okay, let me translate that. We word here, but it's combination. Sylvain, sorry, I need to translate that first.
Значит, я уже забыл, с чего начал Чарльз, но он начал с того, что, да, что начал, я помню, с того, что, значит, у нас есть, на самом деле, еще технический директор Майкл, который про этот секам, говорит, может просто вообще там бесконечно рассказывать часами, но концепция состоит в том, что у них нету такой вот идеи, что, типа, вот есть определенный материал, который вот он отрабатывает голос, и вот мы будем его использовать. У них концепция, мы делаем акустическую систему, да, как полноценную именно что систему, в которой разные части должны заниматься тем, чем как бы они должны заниматься. В этом смысле конус секам, да, то есть это вот сочетание полимерного не напыления, да, как это называется, полимерного покрытия, которое производится на самом деле путем вот некого обжига прямо из металлической основы. Соответственно, вот этот вот секам, он на самом деле позволяет очень точно отрабатывать сигнал. То есть гораздо точнее, чем вам бы могла позволить какая бы то ни была более мягкая, так сказать, основа для диффузора, подразумевая в данном случае бумагу. Соответственно, он и супер легкий, и супер жесткий, и, соответственно, его контролировать, ну, то есть его поведение гораздо более понятно, да, он гораздо более технически точен с точки зрения своей работы, чем вот там более традиционное решение в динамиках. Поэтому они его используют, и, соответственно, у него, конечно, есть там свои определенные недостатки, которые, тем не менее, нивелируются в связи с тем, что они рассматривают колонку как некую единую систему, да, то есть это не то, что колонка построена вокруг драйвера секам. Драйвер секам сделан таким, чтобы работать вот в этой вот внутри системы, аудиосистемы, монитор аудио. И Сильван хотел что-то добавить. Сильван, you wanted to add something to that. Well, we know it's a huge question in the audiophile community. What is the best or the perfect material for a membrane? The thing is that there's no perfect material. And you can ask 10 persons, you will have 10 different answers. All of them will be good because that material has benefits, but all of them will be wrong because that material also has issues. And Charles mentioned the word combination, which for me is the key. Every brand doing loudspeakers has the same issue. We need the perfect balance between the mass of the membrane and the driver and its rigidity. And whatever the material you pick, it will be somewhere in the middle, but it will never be exactly in the middle. So that's why we need to make those composite, and actually CCAM stands for ceramic coated aluminum magnesium. So it's different materials that we then coat with ceramic to dampen the response and fix the issues that come with the material we selected. And with RDT, we go even further. RDT is actually a sandwich of 3 different materials because all of these materials bring something that we need for that speaker. But those materials alone will just not do the job. If you take carbon fiber, for example, maybe it will work for a subwoofer, but it will sound a little bit dull for the bass or the mid-range driver of a floor stander. But when we combine it to the Nomex, to the CCAM, we achieve that perfect balance between all the characteristics that we need. And that's why it's so important for us to do everything in-house. Because if you purchase OEM drivers from another supplier, you rely on him to make the compromise between the mass and the weight and the rigidity. When we do everything ourselves, Michael and his team, we decide where to put that spot. And then as part of an entire speaker, we can work on the other components to bring that perfect balance. But it's never about what is the one material that works or doesn't work. It's always much more complex than that. Ну вот Сергей говорит, что да, действительно, это гораздо более сложный вопрос, потому что нету такого вообще, в принципе, понятия, как идеальный материал для диффузора. Ну, то есть, понятное дело, что есть очень много вариантов, да, и они все так или иначе компромиссные. Ну, то есть, опять же, зависит от того, как именно у вас организована работа, чем занимается этот драйвер. Там, допустим, если вы берете, там, я не знаю, карбоновое волокно, оно прекрасно работает в сабвуферных динамиках, но, например, в среднечастотном там начинается больше проблем, чем достоинств. Но, и опять же, это решение. То есть ничего нет идеального, да. Это всегда решение конкретной ситуации, конкретной системы. Соответственно, вот Сильвин говорит, что как раз у них есть
преимущество, стоящее в том, что они целиком и полностью делают все эти драйверы сами. Соответственно, вот у них там есть еще DAT, да, драйвер, который есть, в котором не просто этот, значит, полимерно-металлический композит SICAM, а еще там, значит, и сэндвич из разных материалов, вот, которые, как я понимаю, в платиновом как раз используются, да, ну, в общем, короче говоря, погуглите там, значит, и, соответственно, тут в каждом случае, условно говоря, для каждой колонки ты можешь вот этот вот динамик и его именно конус, да, подобрать вот абсолютно идеально по параметрам, чтобы достоинства как бы максимально раскрывались, недостатки максимально скрывались, в зависимости от того, как ты его сделал. Соответственно, если ты делаешь для конкретной линейки, конкретный там средний частотник или басовик, это все можно просчитать, благодаря тому, что это все у них, собственно говоря, в руках. Они не покупают сторонние динамики, да, соответственно, они полностью весь этот процесс разработки контролируют, соответственно, они могут быть в очень маленьких этих самых изменениях параметров могут это все регулировать, и, соответственно, идеально подбирать вот эти вот все динамики именно для того, чтобы система работала полноценно. Вау. Андрей, а у тебя есть какое-нибудь рекламное объявление, скажи мне, пожалуйста? Есть. Ты хочешь покинуть нас, Михаил Сергеевич? Вода закончилась. Чарльз хочет добавить. One last bit I'd sort of add to that, which goes back to what we were talking a little bit earlier with active speakers and the question there. That this is the same thing of the integrated design. Often with active speakers, we get asked, just make active bronze, make an active studio active, and it's not as simple as that. It's the same story, is that actually the active speaker, the amplifiers and the drivers have to be developed together at the same time, rather than someone working and developing a driver, someone developing a tweeter, someone developing the electronics, and then us as a team pulling it together and tweaking. That we do not feel is the right attitude. So developing each component together as a team, with every person have it from the very concept stage. So when we have the parameters of the electronics, the transducer developer, the person developing the drivers, can look at how we get the most out of those electronics with that driver. We don't, we go not just to developing our own drivers, we make sure we develop every driver for every cabinet. Specifically. So the driver and the cabinet is always developed together to get the optimum out of that driver. Ну, собственно говоря, Чарльз добавляет немножечко еще своего понимания вот этого вот системного подхода в разработке, начиная с того, что вот давайте еще раз тему активных колонок поднимем. Часто нам просто дают запрос типа: да что вы не делаете активные колонки, да просто сделайте активные бронзы, активные голды там и так далее. А Чарльз говорит: нет, ребята, так это не работает. То есть ты не можешь просто засундолить усилитель в готовую колонку. Нет, чтобы это на самом деле хорошо работало, должен сделать с нуля проект. Потому что у тебя и корпус, и его внутренний объем, и конкретный динамик в конкретном его приложении, они абсолютно рассчитываются идеально в контексте конкретной системы. Если это активная система там, с двуполосным усилением, соответственно, мы всегда в мониторе разрабатываем для каждой колонки, для каждого частотного звена конкретный динамик. Они не просто там на полке у нас лежат, и мы их засовываем в разные корпуса. Нифига такого. Каждый разрабатывается отдельно, специально, чтобы вот все его параметры идеально давали идеальное сочетание для работы общей системы. Собственно говоря, ну вот поэтому как бы SICAM ценен не сам по себе, да, а ценен как вот это вот такая идеальное эффективное решение для создания акустической системы, как она есть. Кстати говоря, по последним бронзам, я могу целиком полностью это подтвердить, скоро будет обзор, делаю анонс. А пока я делаю анонс Андрей. Okay, so now there's some advertisement from Andrei, and we go back to questions in a minute. Да, Андрей, дорогие давай, друзья, руби. прервемся на рекламную паузу, пока Михаил Сергеевич отсутствует. Напоминаю про... Да, Чарльз тоже, видимо, пошел прерваться. Напоминаю про промокод, который у нас находится сейчас, располагается в чате, который дает вам 20% скидку и который действует до 20 мая. Отвечая на вопрос Рашида, как можно воспользоваться промокодом в магазине. Все очень просто. Заходите на наш сайт, формируете заказ. В момент формирования есть отдельно выделенное окно,
под названием промокод. Вбиваете промокод из чата, получаете 20% скидку. Если по каким-то причинам у вас это не получилось сделать, не стесняйтесь, позвоните нам, скажите нашим менеджерам, что смотрели стрим, и называйте промокод опять же из стрима и получаете 20% скидку. Так что ждем вас, Рашид, и не только Рашида, а вас, дорогие друзья. Сделаю сейчас еще небольшой анонс предстоящих мероприятий. В эту пятницу, дорогие друзья, у нас будет мастер-класс внутренний, как в прошлый раз, не помню какого числа, с наушниками, где в качестве эксперта выступал Александр Дагаев. В этот раз тема будет именно связана с хай-фай. Будет 3 эксперта, все опытные, могу их назвать имена, не знаю, дадут это что-то вам или нет, но тем не менее, это Иван Сараев, Антон Бажанов, Михаил Сергеев. 3 эксперта, которые помимо продаж по телефону регулярно проводят время в комнатах прослушивания и тестируют и демонстрируют нашим дорогим гостям те или иные системы. Так что приходите в пятницу в 18:00, поверьте, будет интересно. По крайней мере, мы максимум приложим усилий, чтобы вы не скучали. Михаил Сергеевич, ты готов? Да. Отлично. Ты знаешь, подожди, я тут сейчас как раз вот выбегал, чтобы связаться с Госдепом. С кем еще раз? С Госдепом. Да ладно. Да, И что? Да. И он мне тут нашептал кое-чего, а именно про кое-какие еще новшества, которые собираются делать мониторы и даже Роксан. И в свое позволение я, так сказать, Конечно. пользуясь волюнтаристским своим решением, хочу задать вопрос. Значит, у меня есть два слова. Первое из них verve. So, guys, as far as I could find out now, while I'll be absent, значит, there is a name regarding the new product of the monitor audio, which is sounding like Verve, if I'm right or wrong, I don't know. В общем, короче говоря, есть какой-то новый продукт, который называется Verve, и я хочу узнать, что это такое. Okay, Charles, go on. Yeah, the development name for Active at the moment is Verve. It's a development name. Could be the real name. We want to keep the excitement for when the product is ready. I see. Any connection with the name of the band? No. Although in the 1990s, I was a big fan of the band. Окей, слушайте, я, короче говоря, сейчас, видимо, выбросил какие-то корпоративные секреты нечаянно, да, потому что... Тебя же Госдеп попросил. Да. Значит, короче говоря, в общем, есть, собственно говоря, очевидно, что мы уже обсудили, значит, эти активные колонки монитор аудио, а Verve — это как раз рабочее название проекта пока что. Ну, Verve, как вы понимаете, это еще и название одной из моих любимых британских групп, брит-попа. Я поэтому не преминул спросить у Чарльза, типа, а имеет ли это отношение к той самой группе? Вот, на что Чарльз сказал, что да, в 90-е я тоже слушал Verve, конечно, тоже слушал Verve, но нет, мы это не имели в виду. Но у меня есть еще одно слово. But I have another word in my list, which sounds like Atessa. Am I right? Yeah. Есть еще слово «атесса», которое, насколько я понимаю, имеет отношение как раз уже к Роксану. Это тоже какая-то новая штуковина. Попробую спросить, что же это такое. So, can you tell me something about that? What is it? So, Atessa is the first product range that will be for the Roxanne brand. So, since we'll be the first fully developed by the new team for the Roxanne brand, with in the last 2 years we've expanded our R&D team from between 8 and 12 to now over 25, coming to 25 I think now, and planning to increase that more, and that's predominantly for the development of this new range. So Atessa will be a new entry level for Roxanne amplifier.
electronics range. And I can tell you a bit about the range, and what we're sort of developing is that, again, we're developing a full system and developing the products together. So amplifiers, which we're looking at, class AB, I think 75 watts into 8 ohms, sort of power level, but also developing with that, making sure it's got good DACs on board and everything like that. There will be a streaming option available as well, with fully integrated streaming. But again, we wanted to do that properly. So 2 years ago, some people might be aware that we signed a development partnership with the Blue OS platform. Let me now translate that. There was a lot of information. Значит, Чарльз, в общем, Атесса, друзья мои, это некая новая линейка будет у Роксана. Причем, насколько я понимаю, самая типа доступная, более-менее дешевая. Вот. И там, соответственно, более-менее не знаю, конечно, насколько она дешевая. Ну, конечно говоря, доступная. Я, значит, специально для... Это первая, собственно говоря, линейка электроники Роксан, которая будет разработана уже вот в рамках их двойной компании. Соответственно, у них сейчас, Чарльз говорит, что от 15 до 25 человек, соответственно, у них разрослось уже инженерное бюро, потому что люди уже занимаются именно разработкой электроники. Видимо, придется еще людей добавить, ибо это довольно сложный процесс. И, в общем, короче говоря, будет Атесса, будет там усилитель 75-ваттный, абсолютно классический, вот такого в АБ, очевидно, транзисторный. Вот. И у него там будут масса опций, типа и ЦАП на борту, и, наверное, стриминг будет предполагаться. Причем стриминговые решения, они будут строить на базе Blue OS, да, то есть вот этого вот самой экосистемы, которая использует там NAT, использует, собственно говоря, и еще ряд компаний. Вот, они тоже будут ее задействовать. Кстати говоря, слава богу, потому что это очень хорошая с точки зрения юзабилити система. Yes, you now continue now. Yeah. So we're very excited about that. It's a huge development undertaking for us. The typography of the word to translate the ethos of the design we spent a lot of time. We have our head of electronic design, John Green, who has worked for many of the great British electronic brands. He spent a lot of time listening to Roxanne products to really get a strong understanding of the sound, but more importantly, how that sound is generated, and making sure we keep the essence of the Roxanne sound in the new product. So that's what we've done in electronics, and I'll let you translate that, and then I'll talk a little bit about Good. Yeah. Значит, вот говорит, что у нас теперь главный по разработке электроники это Джон Грин, человек, который работал уже в очень большом количестве британских компаний. Вот. И у нас как бы концепция, что мы ни в коем случае не хотим какого-то вот наворотить, значит, какой-то отсебятины. Мы хотим, чтобы это именно был классический Роксан по звуку, по характеру звука, поэтому вот Джон там типа очень-очень много времени посвятил тому, чтобы отслушать классические аппараты Роксана, слушать и разбираться, каким образом именно достигнут вот этот вот характер, это качество звука, такое весьма специфическое, чтобы было понятно, что это Роксан 100 пудов. Вот, и, соответственно, поэтому эта новая линейка, вот она должна быть абсолютно, тем не менее, несмотря на новшества и новую систему разработки, абсолютно в русле классического роксановского звука. Очень хорошо, если так. So, и что ты еще хотел, Чарльз, добавить? Yes, and the last one. Yeah, but, we didn't want to, the Roxanne heritage is not just amplifiers, it's very much turntables. And, we have invested a lot of time into improving that area of Roxanne. So the new Tessa range will include a turntable. Wow. This is a ground-up design, and again, we have done it all in-house. So even the tone arm development we have undertaken ourselves, and we've got our own bespoke cartridge developed for the tone arm. And
Even that, окей. Но на самом деле сейчас очень удивительная история, связанная с тем, что Сейчас говорит, что мало того, что типа там усилитель будет, я так понимаю, что там будет, видимо, несколько компонентов в этой линейке. Ну и в том числе, что самое удивительное, да, Роксан, поскольку начинал свою историю с проигрывателей винила, то будет проигрыватель винила в этой линейке от Tesla совершенно новый, очевидно, в некой доступной категории, причем, что Чарльз говорит, это будет, опять же, полностью собственная разработка, вплоть до того, что они собственный картридж делают. То есть не только что саму вертушку, стол там и тонар, которые, конечно, будут более-менее там какого-то приземленного дизайна, но еще и картридж. Ну, это кажется, кстати, просто, конечно, такое мощное. Wow, quite an interesting, surprising information, I should say. Okay, let's move to the questions from chat. We are nearly an hour and a half, but I guess we can still go on for 10, 20, 30 minutes. So is it okay with you guys? В общем, я сказал ребятам, что явно мы еще минут 20 тут будем разговаривать, так что окей, давайте продолжать. Андрюш, давай руби какой-нибудь хороший вопрос. Спасибо, Михаил Сергеевич. Вопрос наболевший по заглушкам. Одна, для всех известна, да, ни для кого не секрет, что монитор аудио одна из немногих компаний, которая заботливо кладет к своей акустике заглушки поролоновые. У нас есть наш зритель, который спрашивает, для чего они нужны, как они работают, и в каких случаях их надо использовать. Ой, какой новый оригинальный вопрос, Андрей, как всегда. Okay, so there's a practical question that you always supply your speakers with the dampers for the phase inverter. How do you call this material? The foam dampers, right? So what are the cases that you should use them? And do you recommend to use them? When, why, or if not, why not? The foam plugs for the... Yeah, the foam plugs for the phase inverter port, right? So, who's there? Let's go with that one. Мы что, кладем, да? Да, типа, что, серьезно, у нас там есть? Okay, so any of you guys give your recommendations how to use them properly? What we always recommend with the foam bungs it's experiment. There isn't a right or wrong when to use them. Every room is different, and the characteristics of every room and how that speaker will work in the room is different. What the foam bungs give you is a chance to compensate for the room. So if you're getting, sometimes if they're very close to the wall, overly close, you can get extra port noise that you weren't expecting. So that can help control that. Some people find the room characteristics because maybe they have no carpet or other features like that means that they are getting overpowering bass or quite. And again, it can just give the customer an area of control over the room characteristics. Let me translate that. Ну, значит, друзья, на самом деле вопрос все-таки классический, конечно же, причем на него может ответить вам любой хороший специалист по аудиотехнике, например, как Андрей. Не обязательно его там типа задавать разработчикам. Ну, конечно, Чарльз ответил, что понятное дело, что эти самые заглушки для фазоинверторов это, ну, вопрос ситуации, да, то есть там нет какого-то правильного или неправильного способа их использования. Типа, понятное дело, что вы можете оказаться в ситуации, когда у вас напольники, а комната так устроена, или жена себя так ведет, что пришлось их задвинуть в самые углы. Они начинают гудеть. Ну, вы затыкаете порт фазоинвертора, соответственно, можете справиться с вот этой басовой отдачей. Позвольте, я от себя еще немножечко добавлю на эту тему, потому что я тоже сталкивался с этим вопросом. На самом деле, с этими заглушками, ребят, вообще в целом использование заглушек, это такой
Вообще-то нет. Ничего хорошего в том, что вы затыкаете порт фазы инвертора, нету. Потому что колонка, которая... Одно дело, когда колонка спроектирована работать в закрытом корпусе или там с трансляционной линией, где большой демпинг в этом самом, вот в этом акустическом лабиринте. А другое дело, когда колонка спроектирована, чтобы работать с портом фазы инвертора. Это естественно. В таком случае вы должны иметь в виду, что если вы покупаете такую колонку, и фазик там сзади, ну, не покупайте такие колонки, если вы не можете их поставить достаточно далеко от стены, потому что вы просто, это будет плохо, не надо такое покупать. Покупайте колонки с фазиком вперед, или закрытый ящик, или полочники, тогда у вас не будет проблем, да, со стойкой. Вот, потому что если вы затыкаете порт фазы инверторов в инверторных колонках, к сожалению, колонки тогда работают не идеально. То есть у меня, вот сколько я это не пытался, с какой бы акустикой разных видов я этого не делал, всегда у тебя есть ощущение, что теряется динамика, потому что, ну, вот сам драйвер перестает работать в том идеальном режиме, на который он настроен. Поэтому, да, понятное дело, что если вы оказались в ситуации, когда, вот, я не знаю, может, вы переехали или что-нибудь, или там, я не знаю, ребенок родился, пришлось колыбелькой заставить всю комнату и задвинуть колонки в угол, ну, тогда затыкайте, тогда уж вам все равно. Вот, но, в принципе, в целом, это вот как бы оружие крайнего, знаете, крайнего случая, которое я использовать рекомендую только если ситуация как бы уже совсем катастрофическая. Так, в целом, это не идет на пользу. Понятное дело, что, опять же, вот это, чтобы решить какие-то прям самые тяжелые проблемы, а так старайтесь, чтобы все-таки колонки у вас правильно в комнате стояли, тогда вам эти заглушки не понадобятся. Извините, что я так много прогнал от себя. Sorry, guys, I needed to add something from myself. Нам очень интересно твое мнение, Михаил Сергеевич. Да, поверь. вот, так что да. Давай еще вопросики, там их дофига. Да, смотри, недавно вы представили уже 6-е поколение своей бюджетной бронзовой серии. Расскажите, что в ней осталось традиционного, а что радикально изменилось? И вообще, есть ли какие-то краеугольные различия между вашими бронзой, серебром, золотом и платиной? И если покупатель хочет приобрести монитор аудио, должен ли он купить серебряные напольники, либо золотые полочники? Вау, это уже много вопросов в одном. Ладно, давай попробуем. So, we have quite a lot of questions. So, let's start with the bronze. Давай начнем с бронзов. Я сформулирую так, что, типа, ну вот действительно новая серия монитора аудио бронз, которая действительно сильно отличается, на мой взгляд, от предыдущей. И, собственно, вопрос, давай так сформулируем, что, типа, в чем эти отличия и почему. Okay, guys, so we now see the new bronze series, and we can discuss that. I should say that I already had them on test, so I can tell you that I really feel that they sound really different from the older ones. So the question is from the audience is, what are the differences between the older bronze and the newer bronze? And what did you try to keep the same way? And what things did you want it to change and why? Yeah, it's a big change, the new bronze. I think it's probably the biggest step forward and physical change the range has had in its 20-year history. And that's sort of the answer to the question, actually, in that we had not changed bronze in 20 years, but not for the sake, we did not change it because we hadn't. We changed it because we evolved it to a point where we'd taken it as far as it could go. And to make the next step, we had to rethink it. So on some of the models, like the 500, the 50, and the 100 especially, which replaces the old bronze too, we've changed the driver sizes, changed the cabinet proportions. A lot of it is focused on giving the customer more choice as a range in terms of a spread of performance. It's about giving, hopefully, the customer more options. Now. Let me translate that now. Bronze 1, which was just a satellite, and the Bronze 2, which was a stand mount. Now we have 2 proper stereo stand mounts: a compact, full performance stand mount, and a big, performance stand mount. And it's the same with the floor standards.
Окей. Значит, Чарльз говорит, что вообще это действительно очень сильно поменявшаяся линейка акустики, потому что, по сути дела, вот таких кардинальных изменений за все 20 лет существования монитора аудио Bronze ни разу еще не было. То есть всегда линейка это плюс-минус эволюционировала, а сейчас это произошла действительно революция, потому что они дошли до момента, когда стало понятно, что ну просто допиливать ту старую конструкцию уже невозможно. Они уже из нее выжили все, что могли. И теперь они реально переосмыслят целиком эту всю историю. Ну и вот на примере там тех же 500-х, да и всех остальных, на самом деле, колонок, поменялось все. То есть поменялись и пропорции самой колонки, и размер динамиков, и то, как они сделаны, и как они скомпонованы, то есть вообще вся концепция акустики. Я от себя добавлю, что звучат новые бронзы, ну, очень сильно по-другому, чем старые. Прямо вот, ребят, я сам удивился, насколько. Надеюсь, что вот на следующей неделе уже выйдет обзор, и вы сможете посмотреть. Но, тем не менее, еще, собственно говоря, слова Чарльза, что он еще говорит, что концепция вот этой вот последней линейки, она стояла в том, чтобы сделать максимальное количество разной именно с точки зрения юзабилити применения акустики. То есть, если раньше у них был вот один полочник, и дальше там шли напольники, сейчас у них два полноценных полочника, один поменьше, другой побольше. Ну, то есть, вот они как бы более такой разветвленный набор колонок в этой линейке теперь делают. Я хочу все-таки уточнить про техническую часть. But Charles, technically, and what are the differences now? The thing is, there isn't anything we've brought forward from the old bronze on the main loudspeakers. It's totally ground up new drivers. So the driver cone profile is a new optimized profile for those cabinets, and also the tweeter is a totally ground up new design for the tweeter, and it's the first to use what we're calling our uniform dispersion waveguide (UDW), which that facet thing. Behind the facet thing. Behind the facet. So it allowed us to, the aesthetic of the product, obviously there is a big change there. It's more in keeping with the silver and the gold. But now behind that faceted design of the what we call the dispersion pattern of the tweeter, there is a lot of R&D work. We put a lot of work in developing this tweeter with a much more uniform dispersion across a wider area. But it looks, especially about the, простите, друзья, сейчас я немножко уточню, потом переведу. But the tweeter looks pretty much the same from under the cover, pretty much the same as with the older bronze, just because it's bronze. The gold dome is a signature from the brand. Oh yeah. So, the thing is, we always want to look up when we make a new product. Instead of looking at what we had before with bronze, we prefer to get inspiration from what we have learned since the last generation, and from platinum, from silver, from gold. But at the same time, we need to keep some of the components, at least visually, that define Monitor Audio as a brand, that are the signature, and that gold dome tweeter is emblematic of the brand. So, as Charles was mentioning, it's an evolution of the same design, but there was no reason to make it look different. I see. Okay. A new venting chamber that is inspired from silver, a new waveguide which is inspired from gold. All of it, that's part of the mechanical design of the speaker to make it even better. So it's always a blend of staying true to our roots, and at the same time make the perfect combination of everything we have learned and take that specific range, a specific product to another stage. Okay, let me translate that. Let me try to translate. Значит, опять же, я спросил все-таки технически, в чем отличие между старыми бронзовыми и новыми, и Чарльз отвечал, что, на самом деле, действительно, они во всех нюансах отличаются, и, опять же, я уже тоже заметил, что там, отличия вплоть до того, что вообще все разное.
вплоть до того, что геометрия драйверов, например, в новых бронзах, она совершенно другая, то есть сам изгиб вот этого вот динамика, именно конуса динамика, он совершенно другой по именно геометрическим параметрам, чем был в прошлых. Вот. И я уже сразу перешел к Твиттеру, потому что я типа пошутил на тему того, что, друзья, ну, по крайней мере, Твиттер, я вижу, что вот он такой, как был бронзовенький, так и остался. Только что там поменялась эта вот решеточка, стала очень красивая, как и во всех остальных сейчас колонках новых монитор аудио, такая, которая его прикрывает. Вот это вот фасетчатое, значит, на что Чарльз сказал, ну, фасетчатое, да, понятно, это это элемент дизайна, на самом деле Твиттер такого же цвета, опять же, никакой функциональности в этом цвете нет, это просто вот элемент дизайна, который, ну, монитор аудио, бронз, вот поэтому бронзовый Твиттер, как бы, да. На самом деле вообще он другой, там и магнитная система другая, и сам купол другой, и там какой-то, значит, волновод, в который он встроен, тоже совершенно другой волновод, так я понимаю, использован какой-то похожий на тот волновод, который используется в платинуме. Ну, короче говоря, реально абсолютно другая колонка, и она действительно другая, и по звуку получилось, ребята не дадут соврать. Let's move with some more questions, guys. Да, Андрей, что там у нас есть? Да, у нас есть технический вопрос, Михаил Сергеевич, с твоего позволения, а именно, как правильно настраивать колонки с помощью регулировочного болта с преднатяжителем с тыльной стороны. Хороший вопрос. Да, вообще, есть ли смысл шестигранником пользоваться, или когда вы вскрыли, достали его и выкинули подальше? Окей. Как же эта фигня-то называется? Окей. Я могу показать. Да, это понятно. So, guys, there's a question about the rods that keeps the drivers in, yeah, you know, this regulation with this special key that you support. So the question is, you buy the monitor audio speaker. Should you do something with that? You have this key. Do you need to tighten it or loosen it, or you just throw out the key and never touch it? So how you deal with it? Well, it depends if the balls have been loosened a little bit during transit, or because of storage, or because of many years of playing. So there's no specific answer to that. It depends on the experience that your speaker has been through. In most cases, you never have. Well, I never had to tighten those bolts myself on any speakers I had at home, but still, every speaker can have components moving, and at least in our case, if that happens, it's really easy for any consumer to tighten that bolt in the back. Much easier than if it's a screw in the front that's hidden behind a trim. Mm-hmm. So just check your speaker regularly, and if needed, just adjust it. Not too tight, but just so that it's tight enough and not vibrating. Mm-hmm. Charles, anything to add to that? No, that's okay? Exactly. You know, it's there's different environmental conditions all over the world when speakers are in transit. If you're living in a climate with a rapidly changing temperature, if the speakers are living in that sort of environment, you may find that the bolt gets loose. But yeah, in those suggestions, it's what tends to be just half a turn is all you need. You know, just to slight nip, and to get you can feel the bite. As soon as it bites, you're good to go. I have much more reports from bolts need to be tightened from some parts of Asia. I don't know if it's due to humidity or so. Yeah, just like Charles was saying, it might depend on the climate. It might depend if the speaker is moved regularly or not. So yeah, it's Okay, great. Let me translate that. Значит, друзья, на самом деле здесь такая история, что это действительно не то, чтобы там есть какой-то определенный четкий алгоритм, как с этим делать. Что с этим делать? Эта штука, она действительно предназначена для того, чтобы колонка не оказалась в ситуации, когда вы не сможете с ней ничего сделать, если вдруг она повела себя как-то не так, потому что, Сильвен говорит, что, например, есть определенные части в Азии, части мира,
когда колонка туда приезжает, там из-за влажности, из-за температуры реально очень сильно меняются характеристики самого, собственно говоря, поведения кабинета колонки. Я так понимаю, ну, условно говоря, да, он там разбухает или, наоборот, сжимается, да, и, соответственно, у тебя сразу начинается совершенно другое механическое поведение, и надо подтягивать этот болт. Вообще, в целом, я думаю, что, опять же, вот от себя теперь добавлю, что в условиях вот нашей страны, например, нашего климата, плюс-минус у нас что в Англии, что здесь то же самое, а это рассчитано, ну, так или иначе, ну, вот на такое. Поэтому, как бы, когда вы просто распаковали монитор аудио, не надо ничего крутить. Второй вопрос, что если вы там часто двигаете колонки, если у вас там меняется температура, да, опять же, вот там у нас центральное отопление, вот все подсохло. Так же, как с гитарами, да, вы знаете, что типа гитара подсохла, соответственно, строй поплыл, надо подкрутить, а может быть еще и гриф повело, надо анкер покрутить и так далее, и так далее. Это, по сути дела, похожая тема. И здесь нет какого-то вот, ну, типа, обязательно крутить вот так сейчас. Нет, это всегда тут надо на слух настраивать. Я поделюсь своим опытом, потому что вообще, в принципе, когда у тебя колонка и динамик прикручен к передней панели, всегда эти самые болтики, их можно как бы немножко поболтать, то есть, в смысле, немножечко подзатянуть или подрастянуть, да, и вроде бы как теоретически, когда колонка работает довольно долго, потому что все время происходит движение и вибрация, она немножечко разбалтывается, да, и, может быть, в какой-то момент надо будет подтянуть. Я надеюсь, меня не передадут анафеме, если скажу, что я проводил такие эксперименты с колонками Тонной моими, у которых там 9 что ли, винтов на динамике. Короче говоря, где-то я вычитал, это было давно на заре моей аудиофилии, что надо бы их подтянуть. Значит, я такой, типа, винтик взял, нашел тоже там, по-моему, шестиграннички тоже, значит, я нашел подходящий, подтянул, все хорошо чувствую, там они недостаточно туго затянуты, затянул максимально туго, включил, вообще слушать невозможно, чудовищно просто, зажал звук в буквальном смысле слова. То есть все-таки вся эта схема, она должна быть, и я, кстати говоря, в своем тесте обязательно про это расскажу, она должна быть, ну, вот в определенных разумных параметрах. Затягивать туго ни в коем случае нельзя. То есть, понятное дело, что он не должен болтаться, этот винт, который держит динамик. В данном случае в монитор аудио как раз все проще, потому что сам динамик, он никак не закреплен к передней панели, он вот с помощью вот этого вот штифта соединяется с задней панелью, и там есть вот этот вот винт, который можно крутить, и, соответственно, уплотнять это соединение или немножечко его отпускать. Вот. Максимально уплотнять его ни в коем случае нельзя, потому что вы реально задавите звук, то есть вот там есть определенная виброразвязка, которую, если вы слишком затянете, она перестает работать. И, соответственно, вибрации остаются в динамике, у вас появляется больше искажений механических, и от этого только хуже звуку. Вот. На самом деле, вот на уровне экспериментов, пожалуйста, включите, подтянул чуть-чуть, послушал, лучше стало, хуже, ну, окей, хуже стало, оттянул обратно. Ну, то есть вот так вот. Это так работает, и вы уж можете не сомневаться, что верьте своему аудиофильскому слуху, он вас не обманет. Как нравится, так и будет работать. Слишком затягивать точно не надо. Так, мне кажется, я многовато уже и сам ответил. Okay, guys, I again added a lot from my experience of doing it with the rods and tighten it and loosen it. But, окей, давай, Андрей, еще что-нибудь, вопросиков? Да, я хочу прокомментировать. Couple of questions. Вопрос, да, там некий Сетев, точнее, пишет, гарантия на колонке в документации написано 5 лет, а продавец, то бишь мы, ПУЛЬТ.ру, дает гарантию всего 1 год. Так какая гарантия-то в итоге? Я сам отвечу, с вашего позволения. Дорогие друзья, на всю линейку продукции монитор аудио 5-летняя гарантия. 5 лет. Как на автомобиле Kia. Соответственно, да, поэтому обращайтесь, спрашивайте. Точнее, купили у нас, если наступил гарантийный случай, спустя год, 2, 3, либо к нам напрямую обращайтесь, либо напрямую в специализированный сервис компании монитора аудио. Слушай, а давай вот я вспомнил, что из того вопроса, который ты задал до того, я задал только самую первую часть, а там еще было много интересного, и хороший был вопрос, что лучше купить, полочники Gold или напольники бронз. There's a tricky question, actually, guys, which is... what actually should you choose? Buying gold stand mounts or bronze floor standers? What would be better?
A tricky question, you know, a complicated answer, even no answer at all, but try. The thing is, That's Mr. Sylvain, I'm sure he's answered it many times. Yes, we have that question a lot, obviously. Ребята говорят, да все время задают этот вопрос, так что без проблем, сейчас ответим. Yes. I can give you my opinion, but it will not be relevant to your home, to the music you use, to your amplifier, to your cables. So the best person to answer that is yourself as a customer and your hi-fi dealer, because he will be the one asking you the right questions about what you will do with your system, what you already have, how you want your system to grow over time. And from there, what will be the right system for you? Obviously, yes, we can tell you the technology in gold is better, but do you have the amplifier to drive it? That's one of the key questions, obviously. So if it were up to us, we will always tell you go for gold, go for platinum, because obviously they are the best we can deliver. But are they the best product for you right now? Not necessarily. Yeah, yeah. So Charles? Find a good dealer. That's why we value our dealers so much, because they are the best persons to help you with that kind of questions. Good answer, actually. Charles, anything to add to that? Very much the same. You know, it's a hobby. It's an interest, hi-fi, and it is about going to your dealer and listening. And a lot of, whether you like a stand mount with all of the best drivers and technology is great if that's right for you and the way you listen. But maybe the way you listen, actually, you need a floor stander with more impact. It's so much personal preference that's how how you have to make those decisions. Go talk to your dealer, as Sylvain said, because every person is different. The perfect example of that question is studio. Studio might be one of the best value for money we have in our range, but it's not for every room, it's not for every system, and it's not for every kind of playback. But if that product answers your specific needs, it's the best possible speaker you can go to. So that's why, again, the question is so much more complex. And that's also part of the fun about hi-fi. So. Ну, слушайте, на самом деле, действительно, вопрос хороший. Ребята глобально много слов произнесли, но я могу вам сказать, что и от себя тоже, и сейчас я от себя тоже еще тут добавлю, что на самом деле подобного рода вопросы, это в жанре, а на ком мне жениться, на брюнетке или на блондинке? Чувак, ну как бы, прости, никто это за тебя решить не может. Вот, если говорить из практики, исходить, ну, то есть Сильвин говорит, что, ну, понятное дело, что, ну, ребят, такое количество факторов, какая у вас система, какой усилитель, какая комната, что вы хотите от звука, да. С точки зрения практической я могу здесь уточнить, что, ну, смотрите, условно говоря, там, да, одних денег стоят напольники бронз и полочники сильвер, или что там, голд. Ну, условно, да, вы понимаете, о чем я не знаю, что там здесь конкретно стоит, но, короче говоря, полочники более высокого класса, как бы, да, из более дорогой линейки, и напольники из более дешевой линейки стоят примерно одинаково. Так, смотря какую музыку слушаете. Если у вас там достаточно простой, но мощный усилитель, и вы хотите, значит, соседям показать, как на самом деле играет русский рэп, то, наверное, напольники лучше, да, потому что важно кач, долбеж, чтобы, значит, все ходило ходуном, и плюс, если у вас комната там 35 метров. Ну вот. А если у вас там усилитель может быть менее мощный, зато более высокого класса, а комната небольшая, а слушаете вы музыку более сложную, утонченную, и хотите не угорать под нее просто там с друзьями, побухивая пивасик, а сидеть в одиночестве и выслушивать там разные нюансы, то, конечно, понятное дело, что вам нужно лучше взять полочные колонки более высокого класса. В этом смысле, опять же, ребята привели в пример как раз вот эти вот монитор-студио, полочники, которые стоят за спиной у Чарльза. То есть это колонка, которая, на самом деле, как сказал Сильвиан, по цене и качеству вообще может быть вообще лучшая в линейке монитор-аудио в принципе, понимаете, да? Ну да, лучшая по соотношению цена-качество, но эта штуковина далеко не для всех. Далеко не для всех, потому что у нее очень специфический подход к звуку, к проработке и так далее. Да, то есть вот она вроде как технически очень хороша, а вот для жизни это вот еще подумайте. Ну вот, я от себя добавлю, что тут на самом деле надо исходить из вопроса класса акустики, да, то есть
как много вы хотите услышать подробностей в звуке. Понятное дело, что из более серьезной линейки полочники покажут вам гораздо больше деталей, чем напольники, которые стоят столько же из линейки попроще. И дальше решайте, что вам важнее. Масштаб звука, который дают напольники, или подробность звука, который дадут вам полочники из более дорогой линейки. Вот и все. И опять же, это сугубо индивидуально. Ребята вот еще сделали особое замечание, что вы понимаете, что абстрактно задавать такие вопросы, там, типа на стриме или там какому-нибудь там вот персонажу вроде меня абсолютно бессмысленно, потому что это очень практическая история, которую нужно проговаривать, обсуждать. Лучше всего обсуждать с людьми, которые уже как бы в курсе, что у вас есть. То есть вы приходите реально в магазин, ну вот, или звоните в тот же самый ПУЛьТ.ру. Вот Андрею. Андрей, ты же сидишь на звуке иногда в ПУЛьТ.ру? Нет, у меня сейчас немного другая юрисдикция. Ты пошел на повышение, да? Понятно, да, ладно. Да. Ну, короче, Андрей его коллегам, понимаешь, звонишь и говоришь, ребят, ну, как бы вот, значит, смотрите, у меня вот такая комната, такая система. Причем они говорят, да, так это ты уже у нас и покупал, да, вот этот усилитель там, я не знаю, Роксан. Или Кембридж, да, или там что. Кембридж что там стоит? Магнат там стоит. Короче говоря, ну вот, да, чувак, ты же покупал, да, вот что к этому усилителю вы посоветуете лучше там? И эти ребята, они лучше знают, потому что вы в курсе, вы уже взаимодействовали. Ну, как бы, и всеобщий совет, типа, вот реально консультантам из магазина протрахиваете им мозг хорошенько. Это их работа. Они должны вам это все развести. Да. Прости, Андрюх, прости. Это правда. Ну, правда, вам за это деньги платят. Ну, сорян. Я не спорю, конечно. Вот именно, да. Так что вот прям серьезно. И очень важно вот не стесняться именно разговаривать, задавать вопросы именно ребятам-консультантам из магазина, потому что они, вообще-то говоря, ну, то есть даже там обозреватели вроде меня, а уж тем более специалисты из компании, которые делают один бренд колонок, мы просто, у нас нет такого огромного контакта с таким количеством разной техники и такого опыта, даже у меня. То есть вот там Андрей имеет дело с гораздо большим количеством разных колонок и их реальным применением у себя в магазине, чем я, потому что их там дофига у него. И поэтому он гораздо авторитетнее ответит вот на эти все вопросы. Так что промывайте мозги этому парню и его коллегам в магазине ПУЛьТ.ру. Моим коллегам, дорогие друзья. Вот. Хорошо, слушайте, ну давайте сворачиваться. Последний вопрос, а то уже прям совсем. Окей, the last question. Слушай, ну есть два вопроса. Один, я не помню, он не звучал в отношении, планирует ли Monitor Audio выпускать наушники. Хороший вопрос. Давай быстренько зададим. Okay, the first two questions actually, but the first one which I really like. So everybody's, especially the speaker designing companies, are doing headphones. So should we expect Monitor Audio headphones in any time soon? I think we've got other priorities. We've got so many products we want to develop. We're not sure, and we've got a very young and dynamic team that want to make great products. And at the moment, our focus is very much on loudspeakers and electronics. We have invested a lot on custom installation over the last few years, in-wall speakers, in-ceiling, outdoor, which has worked absolutely beyond expectations for us. It's now 1/3 of our turnover globally. Wow. And we prefer to stay focused on those and on Roxanne because they make much more sense within our heritage. When you do headphones, you can't really apply what you learn from loudspeakers because it's a completely different product. Yes, it makes sound, but the priorities are completely different. So are we certain that we have something to bring to that market? We're not sure. We know it will be a huge investment, including in marketing, because we also, yes, there are a lot of manufacturers doing headphones, but a lot of them also spend a lot of money on marketing, and the return is not necessarily as good as it should be. So in our case, we had that successful diversification with custom install because it makes sense, because the drivers that you find in a C165 or in a platinum in wall are the same as in our traditional range. So we can really say
when you buy those speakers, you buy 100% of the monitor audio experience. With headphones, we Not can manage it. The time we will need, the effort, the investment will be on a completely different scale, and we're prepared to stay focused on what we do well. We would want to do it properly. You know, if we make a product, we want to do it properly. We don't just want to throw something out because everyone else is doing it. И тут сейчас я такой, после того, как ребята так долго говорили, я думаю сказать, короче, наушников не будет, все. Не, на самом деле, ну, и парни объясняют, что на самом деле действительно, мне понравился, конечно, момент, что многие компании, которые производят наушники, да, переходят к производству наушников от производства акустических систем, говорят, что, ну, так наушники это, в принципе, акустика, то же самое, как бы все понятно. Вот. Ребята говорят, что, конечно, ну как бы тоже, да и вообще не то на самом деле. То есть, конечно, это совершенно другой технологический процесс, совершенно другой вообще с точки зрения разработки штуковина и инвестиции, причем инвестиции огромные, конечно, это абсолютно новый продукт, для них это, ну, вообще совершенно какая-то история от какого-то как бы циклопического масштаба, потому что компания такая достаточно небольшая. Сейчас они, значит, и опять же только что, значит, с Роксаном завязались, да, плюс у них куча именно акустических линеек, все-таки это не такая гигантская корпорация, которая типа, а теперь мы под этим брендом будем лепить, я не знаю, там эти фуфайки, и все будет хорошо. Вот. Они все-таки очень-очень сосредоточены на том, что они делают. Сильван сказал, что, например, для нас гораздо важнее то, что мы сейчас начали развивать линейку встраиваемой акустики, да, и опять же, мы абсолютно можем быть уверены, что мы ее делаем ровно так, что она точно, если мы там в серии Platinum встраиваемая, то она будет так же играть, как и, ну, на таком же качественном уровне, как и классическая акустика. И, соответственно, у них, Сильван сказал, что сейчас как раз встраиваемая акустика, это 30% бизнеса стало. Несколько лет они ее развивают, и уже 30% бизнеса. Это очень важно. И это для них гораздо важнее, чем попытаться ввалить бешеные миллионы в разработку каких-то наушников. Но при том, что, опять же, чтобы полноценно сделать наушники монитор-аудио, да, это они должны быть целиком сделаны инженерами монитор-аудио. Это невероятные затраты усилий разработчиков, времени, всего остального. Плюс куча бабок нужна. Это же суперконкурентный рынок, чудовищный, да. Ты должен прийти туда, когда приходишь на рынок наушников, тебе приходится бороться не с коллегами по хай-фаю, тебе приходится бороться с китайскими наушниками, которые там люди покупают на Али за 3 копейки, и которые там типа тратят бешеное количество денег на пропаганду везде, на каждом углу. Соответственно, ты сражаешься с гигантскими брендами, типа, там, я не знаю, наушники, там, вот, тех же фирм, которые производят телефоны, простите, Samsung, Apple и так далее. А с ними соревноваться это, ну, то есть, даже если ты сделал очень крутые наушники, ты в маркетинг должен столько ввалить, что еще хрен знает, окупишь ли ты всю эту фигню, если ты не такая гигантская корпорация. Так что, на самом деле, я думаю, что для монитора вообще бесполезно, ну, просто соваться на этот рынок, ну, потому что они прогорят не потому, что даже сделают что-то плохое, да, а даже если они сделают это суперкачественно, как бы они хотели, все равно просто на этом вот рынке тебя просто задавят эти люди, у которых есть гигантские маркетинговые бюджеты с миллиардами долларов. Это не шутки, и все. То есть просто никто не будет знать, что еще монитор аудио сделал наушники, а все будут продолжать покупать AirPods. Ну, и все. Так, окей, давай последний вопрос, да? Не, это был последний, на самом деле. Это был последний. Да, Okay. последний вопрос сегодняшнего. This was the last question, after all. Okay, thank you. Because we are already 2 hours long. Thank you, guys. It was tough, but interesting. Говорю, что было, с нами было, как всегда, стыдно, но весело. Вот. Thank you so much. It was a pleasure to hear those things about the insides of the company, and thank you for being with us. So good luck and stay healthy, stay safe. Спасибо. Мы по-русски заговорили в конце стрима. Да, спасибо, ребята. Спасибо. Приятно было познакомиться. Спасибо вам. Now, guys, I can let you go, so you can turn off the stream, and we stay with Andrei to have some more fun with our viewers. Okay, cheers. Good luck. Good luck. Bye-bye. Charles, Sylvain, bye-bye. You can turn off now.
Да, дорогие друзья, Михаил Сергеевич, по традиции 2 минуты для анонса, для рекламы. Напомню, что в чате есть промокод, который дает вам 20% скидку. Так что, друзья, приобщайтесь к прекрасному, покупайте акустику монитор аудио с 20% скидкой и получайте удовольствие от музыки. Вот. Проанонсирую следующий обзор, точнее стрим, обзор, о чем я говорю. Да. Он состоится в эту пятницу, я уже говорил, когда ты уходил. Ага. Вот, напоминаю, что будет стрим с экспертами ПУЛЬТ.ру, их будет целых 3. Вот, соответственно. Те самые, которым я рекомендую промывать мозги. Да, делать мозг, именно они. Вот, соответственно, ребят высокой квалификации, и тема будет хай-фай. Приоткроем дверь в мир хай-фая. Вот так назовем ее. Так что, дорогие друзья, ждем вас ровно в 18:00 в эту пятницу. Уверен, будет интересно. Михаил Сергеевич, тебе спасибо, троекратный ура, огромнейшее Андрюх, спасибо. С тобой круто проводить вечера, не побоюсь этого слова. Наконец ты стал задавать каверзные вопросы, Андрюха, хорошо. Все приходит с опытом, Михаил Сергеевич. Дорогие друзья, всем пока-пока и берегите себя. Доброго вечера. Счастливо. Всем счастливо. Пока-пока. Пока. Женя, туши.